Всем привет! Вот я и вернулась. Итак, я сегодня в преддверии замечательного праздника Валентинов день. Как и обещала, хочу рассказать, что я подготавливаюсь к этому празднику. И хочу испечь печенье. И сейчас хочу сходить в магазин, посмотреть, какая там есть глазурь. Потому что в прошлый раз, когда я выбирала глазурь, была только голубая и розовая. Ну, а вообще хотелось бы, конечно, красную. Ну, посмотрим, может быть, там и будет красная, и я, соответственно, посмотрю еще, какие там кондитерские добавки будут, может быть, сердечки будут или еще что-то. Вот, хочу сделать вкусные печенья и покажу, как я подготавливаюсь к такому празднику. Ну, каждый по-своему отмечает, безусловно. Кто-то парочками, кто-то просто с родными и близкими людьми. Кто-то вообще не отмечает, считает, что это не праздник. Для меня это просто очередной повод испечь печенье, какое-то праздничное настроение себе поднять и, не знаю, не столько поздравить близких, сколько собраться, попить чай, поболтать. То есть как будто это дополнительный очередной повод, не то, что там безумный праздник, хотя кто это отмечает как праздник, почему бы и нет тоже. Ну вот, покажу вам, что у меня получится приготовить. Так вспомню пару-тройку интересных моментов по этому поводу. А сейчас что? Пойдем в магазин. Рядом с нами есть Ашан, поэтому всякие кондитерские вещи, эти такие как глазурь, я буду выбирать там. Ну вот и посмотрим, что мне удастся выбрать и, соответственно, что из этого получится. На Ашане уже полный набор и рафаэлок, и даже обычных печенюшек. Прелестно. Какие кружечки с сердечками. Вот раньше я сложно относилась к кружкам железным, типа ой-ой-ой, фу-фу. А теперь вообще адекватно, нормально. Почему? Потому что, например, хочется какао приготовить, всего одну порцию. То, собственно, можно сразу кружку поставить на плитку и тут же приготовить. Вон какие хорошенькие. Прям все для вас, любимые мои. И недорого, собственно, вот 260, 169. Эти 209 стоят. Даже салфетки красивые. На салфетки я, наверное, возьму. Поехали. Красные свечки у меня есть. Еще остались с Нового года. Follow you. Забавно, да. Хорошенькие, да, есть кружечки. Есть что выбрать. Ашан молодцы, подготовились. Вот всегда подготавливаются. Мне вот еще всякие формочки нравятся. Вот такая у меня раньше была. Только я уже не помню, что с ней случилось. Здесь яичницу хорошо готовить. Такое сердечко. Вот это я даже не знаю для чего. Ни разу такого не пробовала. Для пончиков написано. И еще вот, наверное, все-таки эту-то я, наверное, заберу. Как раз для печенья. Не знаю, сейчас подумаю. Пока пусть подружка будет здесь. И для льда тоже формочки вот эти понравились. Миленькие. Тоже. Я что нашла-то здесь? Вы только посмотрите, какая посыпочка красивая. Ну, я не уйду, конечно, без нее. Ну как? Невозможно просто. Вот еще какая красивая. Шарики. И вот какой можно взять. И еще вот это мне нравится. Ну, в общем, понятно. Сейчас буду выбирать. Здорово. А есть еще вот такая, она уже сразу в тюбике, можно просто купить и все. Вот краситель есть и есть. Вот белая видела глазурька, сразу уже готовая. Стоит 57, почти 58 рублей. В принципе, вполне себе бюджетно. Ну вот, как всегда, зашел за одним, начинаешь другой. Вообще люблю этот отдел, потому что здесь все для выпечки и все такое. И вот как не взять с собой кисель. Зачем он нужен, не знаю, неважно. Выбрала еще вот такой, с клубничкой. Наверное, он вкусный, я подозреваю. И все-таки я вот пытаюсь найти, но пока еще безуспешно. Я думаю, я просто не дошла еще. Хочу все-таки выбрать... вот она, глазурь. Глазурь нашла. Сейчас посмотрю, какие здесь оттенки есть. Что с фокусом? Нет, фокус вроде работает.
Ну, сейчас повнимательнее разгляжу, какие оттенки есть. Может быть, красный найду. Девочки, кто умеет выпекать? Смотрите, что нашла. Разные. Я вообще раньше любила, да, что-то добавлять. Просто немножко. Вот мне интересно сейчас рисовая. И вот такая еще нашла мука кукурузная. Я думаю, наверное, кукурузную возьму, потому что в мой бюджет она как раз входит. Все есть. И нутовая. Вообще любая есть мука. Вот это вообще прям для выпечки обожаю. Мне кажется, очень хороший большой выбор. Сейчас отойду подальше. Люблю эти кондитерские отделы. Итак, что у меня вышло? Я выбрала вот такую сахарную глазурь. 42 рубля она стоит такая. Но так как она розовая, в общем, здесь была зеленая, белая и голубая. Но под валентинки все-таки, ну пусть хотя бы розовая, если не красная. Добавила я желе к малинке, еще и клубничка, земляничка. Не знаю, люблю я такие вещи. Что у меня еще? И я нашла супер дешевую посыпку. Пусть будут красивые цветные шарики. И она стоит 4,99. Ну, в общем, пока на данный момент вот такие все у меня покупки. Ну что, вот он мой улов на сегодняшний день. Не смогла я пройти мимо чая. Люблю зеленый мате. Он там такой классненький. Он состоит из измельченных листьев парагвайского дуба. Но он вкусный, на самом деле, тонизирующий такой. И мне нравится вот его такой терпковатый слегка вкус. Сироп обожаю кленовый. Тут была возможность, конечно, по скидочке его приобрести. Люблю либо мороженое кушать с сиропом, ну, либо добавлять куда-то. Просто люблю кленовый сироп. Не знаю, что со мной, что со мной не так. Муку я все-таки эту кукурузную купила. Сейчас добавлю ее в печенье. Не знаю, как будет на вкус. Соответственно, вот и проверю. Тоже люблю всякие мелкие ерундушки. Вот, липовый мед, кленовый сироп, липовый мед. Просто это же, смотрите, какая миленькая баночка. Как раз на один раз попробую. Если понравится, уже можно будет большую взять. Салфетки. Любовь-морковь. Конечно, сейчас они очень актуальны. Желе я себе взяла малинка и потом нашла клубничка-земляничка. Вообще желе очень полезное для костей, для организма, для всего. Поэтому я его люблю. Киселек взяла тоже, вот как я уже показывала, клубничный. Итак, глазурька будет розовая, раскрасная, не было ничего страшного. Посыпочка вот такая, будут маленькие шарики. Ванилинчик я люблю, когда печеньки вот все-таки ванильные. Желатин взяла, это я хочу попробовать хоть что-то приготовить с желатином. Не знаю, получится у меня, нет. Я такой тоже повар. И что, вот они, милые сердечки для кулинарных форм. Что у нас тут написано? Да, так и написано. Сердечки 3 штуки, побольше, поменьше, поменьше. Вот такие будут печеньки. Ну, вот и все. Сейчас начну. Думаю, уже начну готовить печенье. Покажу вам, соответственно, как я готовлю, рецепт вам расскажу. Так что даже если вы не отмечаете праздника, так как я, для вас это просто повод, или это действительно кому-то праздник, кто-то, особенно если вы в парочках, конечно, это приятно, если мужчина приготовит, тем более, думаю, будет вдвойне приятнее для девчонок. Ну, а если девчонки своих половинок порадуют печеньем, сердечками, либо с сердечками, либо вообще просто приготовить, я думаю, мужчинам тоже будет приятно. Также хочу напомнить, что в прошлом видео я делала конкурс, нужно было подписаться на мой канал, поставить лайк видео и написать комментарий. И я обещала, что кто больше наберет лайков под комментариями, я раздарю просто, отправлю вам свои открытки. Поэтому в описании к этому видео читайте свои там никнеймы или фамилии, или имена, что там будет у вас, как вы записаны были в моих комментариях. Я оставлю ссылку на свою соцсеть в Инстаграм, и вы мне, пожалуйста, в директ отпишитесь, кого я запишу, и я вам пришлю открытки, чтобы вы мне в директ написали свои адреса, чтобы я могла вам их отправить. И у вас будут мои открытки. Открытки я делаю сама, фотографирую, что мне нравится, в определенном своем стиле обрабатываю их и печатаю открытки. Мне нравится, продаю их по знакомым, всяким друзьям, собственно, делаю маленькие партии, но зато они такие душевные,
милые и много кому нравится. Вот как предыдущее короткое видео я оставляла, мне так было приятно, мои открытки продаются в городе кошек. То есть им тоже не нравится, и люди покупают, потому что таким образом, во-первых, они поддерживают этот приют, а во-вторых, котики теперь могут у них путешествовать по всему миру, где только захочет хозяин открытки. И это, мне кажется, очень мило и приятно. Вот для меня как-то действительно душевно и приятно. Почему? Потому что я делаю людей чуточку счастливее. Поэтому счастливчики, кто честным путем заработал мои открытки, я с удовольствием отправлю. Ну что, пошли готовить печенье? У меня уже все подготовлено, можно начинать. Итак, что понадобится? 3 яйца, 3 ложки сахара, но я кладу 3 и чуть-чуть еще от 4. Всегда добавляю немного соли, примерно маленькую ложечку. Все перемешиваю тщательно. Добавляю гашеной соды, гашу ее обычным уксусом. Снова перемешиваю, добавляю ванилин и пачку сливочного масла. Снова все тщательно перемешиваю. Добавляю муку, так как я взяла еще кукурузную, добавляю еще немного кукурузной муки к пшеничной. Далее замешиваю тесто так, чтобы его можно было раскатать. Тесто замешиваю не слишком плотное и не слишком мягкое, для того, чтобы было все-таки удобно раскатывать, и раскатываю тонким слоем. И пришел черед делать сердечки, формочки такие хорошенькие, мне очень они понравились. Есть крупные сердечки, средние и маленькие, очень красиво получается. Смотрите, какие хорошенькие сердечки получаются. Итак, печенюшек сердечек много, выставляю температуру, выставляю ручное ожидание времени, и температура у меня 180 градусов. Вот они, мои красавчики, сейчас отправятся в печь. Вот и все, осталось только подождать. Печенье получились очень красивые. И пока я вам показываю, как я подготавливаю чай, расскажу, почему они без глазури. Мне уж очень хотелось, чтобы печенье были с глазурью, но проблема была во мне. Дело в том, что я неправильно смешала глазурь, и в ближайшем магазине я больше нигде ее не нашла. Поэтому на этот раз печенье будут без глазури, но хуже они от этого не стали. Посмотрите, какие они миленькие. Укладываю печенье парочками, чтобы красиво смотрелось. Можете тоже так укладывать, когда будете печь чай со своей половинкой, ну или с друзьями. Пишите в комментариях, как вам мой рецепт. Может быть, вы попробовали приготовить, и он у вас получился, то я лично буду очень рада, что кто-то сделал по моему рецепту печенье. Мне будет приятно узнать, какой результат получился у вас. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца, и очень рада, что вы приходите на мой канал. Ставьте пальчик вверх и подписывайтесь. До новых встреч!